Привет! Вот и настала пора второй части топа беспроводных наушников стоимостью до $40. Как и обещал, сегодня разбираем только вкладыши. Также хотелось бы напомнить, ведь возможно кто-то мой топ видит впервые. Здесь я никаких мест не раздаю. Данной подборкой я выделяю лишь те модели, которые действительно интересны и заслуживают внимания из всего того многообразия, что побывали у меня на обзорах в течение этого года. Но открывает сегодняшнюю подборку уже довольно известная модель наушников от фирмы Halo под названием MoriPods. С виду простые вкладыши, которые обладают хорошим звучанием и довольно годными за свою цену микрофонами. С момента выхода эти наушники подешевели, и сейчас их можно купить в районе плюс-минус $25. И за такую цену наушники однозначно интересные. За работу со звуком здесь отвечает Qualcomm'ский аудиочип QCC3040, а непосредственная передача осуществляется посредством аудиокодека aptX Adaptive. За свой скромный бюджет наушники не могут похвастать богатой функциональностью, однако базовые функции по управлению медиаплеером здесь присутствуют. Для этого доступно 3 жеста. Одинарный тап отвечает за плей-паузу, двойной за переключение треков, ну а 3 касания вызывают голосового ассистента. Зарядный кейс у модели без индикации, так что когда он сядет, узнать, к сожалению, никак нельзя. И это, как по мне, очень весомый минус. Датчики автопаузы и встроенный игровой режим на борту также отсутствуют. В целом, наверное, только из-за своего интересного и приятного звучания эти наушники оправдывают свой ценник. Запас по громкости здесь имеется, но не запредельный, хотя для многих его будет вполне достаточно. Лично мне их максимального уровня хватило, но ни убавить, ни прибавить не хотелось. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники отыграли 4 часа и 11 минут, что для бюджетных вкладышей с 12-мм драйверами весьма неплохой результат. Что же до встроенных в наушники микрофонов, то лично мне их работа понравилась, как на улице, так и в помещении. Я сейчас по традиции буду открывать окна с двух сторон и будем слушать, как продавы. Сейчас довольно сильный ветер, сквознячок такой происходит, машины по бокам едут. Но вот так работают микрофоны в наушниках Halo MoriPods. Я в торговом центре сейчас нахожусь, здесь довольно-таки шумно. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках Halo MoriPods. Вот таким образом они звучат на просто улице, где проезжает несколько машин. Сейчас еще дует такой небольшой ветерочек. Следующие наушники на сегодня, а точнее сразу две пары наушников от одного производителя, это SoundPeats True Air 2 Plus и новые Air 3. Почему они оказались вместе, думаю, особо разъяснять не нужно. Начинка этих моделей, их функциональные особенности и самое главное звучание, можно сказать, одинаковые. За работу со звуком в наушниках отвечает аудиочип Qualcomm QCC3040 с поддержкой аудиокодека aptX Adaptive. Звучат они более сбалансированно, нежели предыдущая модель True Air 2, ведь производитель сумел провести работу над ошибками и поправил историю с чуть выпирающими высокими частотами. Теперь частотная картина стала намного приятнее и подойдет для прослушивания более широкого спектра различных жанров музыки. Приличным запасом по громкости обладают сразу обе модели, а вот из весомых различий будет разве что параметр автономности. У 2 Plus это 4 часа с небольшим, в то время как при тех же условиях Air 3 играет 3,5. Помимо всего прочего, у моделей разные форм-факторы зарядных кейсов. В первом случае у нас пудреница с горизонтальной укладкой наушников, а во втором это классический футляр с вертикальными посадочными местами. Метод подключения наушников к смартфону также разнится. В 2 Plus их необходимо вынимать из кейса, а вот в третьей модели будет достаточно открытия крышки зарядного футляра. По управлению функциями мультимедиа наушники умеют все: ставить трек на паузу, переключать треки, регулировать громкость и вызывать ассистента. Однако в Air 3 производитель дополнительно установил датчики автопаузы. В True Air 2 Plus этих датчиков нет. Обе модели также имеют на борту рабочий игровой режим с низкой задержкой. И по сути здесь тебе уже придется выбирать, исходя из собственных предпочтений и необходимости тех или иных отличительных функций. Цена на эти наушники постоянно прыгает и варьируется от 30 до $40. Причем в большинстве своем это никак не зависит от распродаж. Проверяем работу микрофонов в обновленных наушниках SoundPeats True Air 2 Plus. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Меня сюда порывами задувает ветер, плюс еще идет шум от дорог, здесь приезжают машины, грузовики и прочая всякая история. Ну и, собственно, вот так вот можно примерно прикинуть, как себя будет слушать собеседник при таком сценарии использования.
Проверяем работу микрофонов в наушниках SoundPeats Air3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда сильно порывами вот так вот задувает ветер. Еще есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. И вот примерно так тебя будет слышать собеседник, если, допустим, ты с ним захочешь поговорить в машине, открыв окна, проветриваясь где-то летом на дороге. Третья строчка на сегодня — это свежайшая новинка последнего месяца — наушники Ugreen HiTune H3. Обзор на них был у меня на канале буквально предыдущим роликом, так что долго останавливаться здесь не буду. Несмотря на свою простоту, как внешнюю, так и функциональную, эти наушники мне понравились. В особенности порадовала работа встроенного микрофона. Ну а по технической части гарнитура обладает невысокой автономностью в 3 часа и 10 минут на максимальной громкости и рабочим игровым режимом с неплохими результатами по задержке в интервале от 160 до 200 миллисекунд. Посредством жестов касаний с наушников можно ставить трек на паузу, переключать треки и вызывать ассистента. Датчики автопаузы, а также управление громкостью здесь не предусмотрены. При должной посадке звучание в наушниках хорошее, четкое, с приличным таким объемом. Бас имеется в наличии, середина интересная, да и верхушек здесь в самый раз. Править эквалайзером частотную картину лично мне не пришлось. Здесь лишь уточню, что посадка из-за формы звуководов у них своеобразная, но она мне подошла больше, нежели у недавних вкладышей Redmi Buds 3. В принципе, только поэтому последние не попали в данный топ. Я сейчас по традиции открываю окна. Сюда мне задувает с двух сторон ветер порывами. Я еду со скоростью примерно около 70 км в час. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Ugreen H3. Я сейчас нахожусь на улице. Довольно такое занимательное место. Здесь у меня наверху проспект Мира. А внизу тоже такая более-менее оживленная дорожка. Вот она, вот так и там машины проезжают мимо меня. Сейчас все это здесь очень-очень сильно шумно. Над следующей парой наушников для этого топа я думал долго, но в итоге, выбирая из двух, остановился все же на QCY T12. Если интересно, то вторым претендентом сюда были Halo GT6. Однако наличие фирменного, пусть и немного кривоватого приложения с возможностью настройки жестов и эквалайзера, а также полноценное управление функциями мультимедиа, все же перевесили чашу весов в сторону QCY. Основным весомым недостатком я здесь могу обозначить лишь зарядный кейс, у которого отсутствует крышка. Такое решение не шибко практичное, особенно если носить наушники постоянно в кармане. И тем не менее, гарнитура имеет превосходную автономность в 6 часов на максимальной громкости, а вкупе с этим отличное басовитое звучание, приправленное интересной частоткой в остальном регистре, прекрасно подойдут для прослушивания современной популярной музыки. Разумеется, ни о какой феноменальной детализации речи здесь не идет, цена немножко не та, но тем не менее на свои деньги наушники играют. Запас по громкости здесь очень даже приличный, так что для тех, кто любит навалить волюме, они подойдут в самый раз. Здесь я бы даже отметил, что T12, как бы странно это ни звучало, это некая вариация внутриканальных QCY T13, только в формате вкладышей. QCY T12. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. Со всех сторон мне сюда сдувает сильный ветер. Еду я со скоростью где-то примерно около 70 км в час. В принципе, вот так вот отрабатывают шумодавы, если таковые имеются в данных наушниках. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках QCY T12 на тихой, спокойной улочке. Я сейчас в парке Сокольники нахожусь, утро, народу здесь мало, машины вообще не ездят. Ну и вот тем не менее, вот так можно будет понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты просто с ним будешь разговаривать вот на такой вот улице. Ну а закрывает сегодняшний топ модель весьма неоднозначная. Это некий симбиоз из вкладышей и внутриканальных наушников. Разумеется, речь пойдет о модели OneMo Comfort Buds 2. Ведь несмотря на свою гибридную посадку, лично я бы все же причислил их к отряду вкладышей. Сменные насадки в количестве 2 пар лишь позволяют чашам звуководов крепче зафиксироваться в ушных каналах. Никакого вакуума они не создают. То есть наушники в целом ведут себя по всем признакам как вкладыши. Оттого любителям такого форм-фактора они могут подойти.
Наушники собраны очень качественно, имеют оригинальную форму и внешний вид, за счет чего очень сильно выделяются на фоне конкурентов. Компактный зарядный кейс не займет много места в кармане или же сумке, а их автономность в 6 часов на максимальной громкости позволит с легкостью взять их в какую-то долгую поездку. Для полноценной настройки гарнитуры необходимо воспользоваться фирменным приложением One More Music, в котором можно переназначить жесты управления, активировать встроенные датчики автопаузы и игровой режим при необходимости. Помимо всего прочего, здесь имеется несколько музыкальных пресетов для того, чтобы можно было найти свое звучание. Лично мне больше понравилась надстройка для поп-музыки. При ее активации в композициях появляется объем и некая воздушность. Плюс, как мне показалось, наушники начинают играть чуть громче. В целом модель довольно удачная, так что при желании можно рассмотреть эти наушники к покупке. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо автомобилей. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках One More Comfort Buds 2. Сейчас мимо меня проезжает несколько машин, также дует такой приличный ветер. Можно примерно представить, как я буду слушать собеседник, как отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Ну что же, вот такой топ по вкладышам в этом году у меня получился. Полноценные обзоры на все представленные наушники есть на моем канале. Так что если что-то понравилось, заходи посмотреть. Ну а я благодарю тебя за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.